День 1937, Алекс на связи. Не так давно начал автоматизировать дачу у знакомого, и, конечно, это больше для эксперимента. Решили попробовать, как все будет работать, какие лучше выбрать способы связи, разные датчики, какие установить. Например, сделали в первую очередь, конечно, это беспроводные решения, потому что дача уже готова. Там, конечно, можно проводами протянуть все, что угодно, куда угодно. Это все-таки не жилое такое прямо помещение с дизайнерским ремонтом. Можно и поверх стен провода пустить, либо там просверлить, где надо, в любом месте вывести. То есть это все довольно просто сделать. Но беспроводные решения, они, конечно, проще тем, что когда участок, например, большой, допустим, 6 соток, и есть разные постройки на этом участке в разных местах, то довольно проблематично заранее, во-первых, предусмотреть все провода в нужные места, то есть нужно где-то все равно сделать там щит, там слаботочный, куда установить все устройства и разное оборудование управляющее. Ну и также проводами протянуть во все там эти постройки. Конечно, можно использовать какую-нибудь витую пару и там дополнительно сделать разные щиты в этих постройках, но это все усложняет, удорожает, и еще и возникает такая проблема, что зимой, в принципе, становится довольно холодно, и большая часть построек, она просто там вымерзает. Ну, допустим, когда мы сделали, что осенью настроили, все там установили, в принципе, все более-менее работало, но с холодами уже стали появляться разные проблемы. И в реальности там было минус 30, и уже там стало холодно везде. Просто и в доме примерно столько же, чуть-чуть больше. И во всех постройках такая же температура. Ну, для измерения температуры использовали, кроме обычных термометров и там, прогноза погоды, датчики от Xiaomi и Aqara. Они нормально, конечно, выдержали такое понижение температуры. Батарейка, правда, очень быстро начала показывать там 50% заряда, еще меньше. Непонятно пока, как они переживут вообще зиму и что будет там к весне. Но в целом довольно неплохо работает. По крайней мере, связь есть, информация поступает. Один, правда, датчик отключился, но у него и так был заряд довольно низкий. Может, находился он еще в таком месте, где температура чаще меняется, например, может и солнце светить на него, или там от какого-то обогревателя постоянно идти тепло, и там включается и выключается, например, обогреватель. Ну и, соответственно, датчик температуры тоже гораздо чаще будет срабатывать. Так они отправляют где-то раз в час, но если температура меняется, то они это замечают и тоже там отправляют сигнал. Иногда бывает так, что когда очень много начинают отправлять, то батарейка очень быстро разряжается, и они вообще теряют связь, но потом через некоторое время восстанавливаются и дальше продолжают работать. И, конечно, на даче там основная проблема – это отсутствие нормального интернета. Он, в принципе, для каких-то автоматизаций самых базовых особо не нужен. Если там устройство довольно надежное, то они будут работать сами по себе. Но всегда хочется посмотреть, а так ли оно на самом деле, убедиться, там, что температура нормальная, или там, допустим, напряжение сети, оно тоже нормальное. Может быть, стоит там какое-то устройство обесточить своевременно, пока оно там окончательно не вышло из строя, потому что видно было, что напряжение в довольно большом диапазоне не меняется, особенно там на некоторых фазах. То есть на одной может быть в пределах там нормы около 230 вольт, там плюс-минус, а других там и под 250 было, что, конечно, довольно опасно. Ну, ставят разные еще реле напряжения для того, чтобы они отключались и потом автоматически включались обратно. У них просто диапазон рабочего напряжения выше. Но в данном случае мы пока не ставили. В общем, так все работает. Посмотрим, как оно будет, нормально или ненормально. Поэтому, конечно, интернет нужен. Проводных интернетов на дачах обычно нет. Ну, или есть, но это только на некоторых, на самых там ближних к населенным пунктам. Если чуть подальше, уже довольно сложно там найти провайдера. И поэтому используется в основном какой-нибудь мобильный интернет. Конкретно в этом варианте купили
роутер Kinetic Runner 4G. У него плюс то, что есть встроенный слот для сим-карты, не надо никаких дополнительных там USB модемов покупать. Ну и он довольно такой недорогое решение, в принципе, с хорошими характеристиками, довольно современный. И для провайдера там выбрали конкретно Мегафон, но, в общем-то, там просто другие особо вообще не ловят. Ну и, в общем, так исторически сложилось, что этот провайдер, он конкретно там был удобен. Ну, в принципе, нормальный тариф, позволяет без проблем подключаться. На Кинетике можно настроить проброску до нужных устройств, например, там, до веб-камер, до сервера умного дома. И там конкретно можно, например, заходить на страницу Home Assistant, смотреть, то есть не надо оплачивать какое-то облачное подключение, и так все будет нормально работать. Ну и настройки самого этого роутера тоже можно удаленно там проверить, установить обновление, то есть все это тоже нормально будет управляться. То есть у Kinetic есть такой сервис, это вполне удобно получается. И скорости этого мобильного интернета вполне хватает. Можно еще заменить антенны на этом роутере, поставить побольше, выносные. Можно его просто установить где-то в другом месте, там повыше, или как-то найти, с какой стороны дома лучше будет ловить сигнал, и там установить этот роутер. Дальше он просто уже раздает по Wi-Fi сигнал на весь участок. В принципе, используется только частота 2,4 ГГц, но для дачи это самое такое оптимальное решение, ну, потому что в целом интернет не очень быстрый, и 100 мегабит хватает. Поэтому там, на этой частоте 2,4 ГГц там, сигнал и дальше проходит, и поэтому до всех построек он без проблем берет. Установили несколько камер в разных местах, они работают по Wi-Fi, проблем вообще никаких нет, и камеры управляются, и поток с них хорошо поступает, то есть его можно просматривать через фирменное приложение, можно просматривать через Home Assistant, например, эти камеры, то есть все тоже нормально открывается и показывается. Сам сервер умного дома тоже подключен по Wi-Fi, просто так получилось, что у него почему-то не очень хорошо работает порт Ethernet, и пытались разными способами там починить, и есть рекомендации, что надо блок питания получше установить, или там включать еще как-то, есть настройки для операционной системы, но на самом деле ничего не помогло. Видимо, он просто либо там как-то поврежден электрически, когда вначале настраивали, подключали там к разным роутерам, no-name, и, в общем-то, из-за этого, может быть, что-то там и, в конце концов, просто работает неправильно. По Wi-Fi проблем особых нет, сигнал проходит, связь практически никогда не теряется. Был один случай, когда просто на этом сервере кончилось место, и он просто либо завис, либо отвалился от Wi-Fi сети. Но как потом проверили, да, он действительно сам работал, то есть все Zigbee устройства его видели, с ним взаимодействовали, и автоматизация там какие-то минимальные они отрабатывали без всяких проблем. И даже информация в базу Home Assistant записывалась, но вот единственное, что не было с ним связи. Для того, чтобы установить связь, ну, обычно там я использую такой вариант, что ставится умная розетка, работающая по Wi-Fi, она не зависит от самого сервера, напрямую подключается, ну, чаще всего либо в приложении Яндекс, если это розетка из системы Tuya. Ну, если другой, ну, значит, через их фирменное приложение можно сделать. Ну, просто если подключить напрямую приложение Яндекса, там будет и все параметры видны, и текущее потребление, и, в общем, все, что розетка дает, напряжение сети, и можно без проблем управлять. Хоть голосом, хоть там просто зайти в приложение и кнопку нажать. Ну и таким образом, если сервер вдруг зависает, можно обесточить эту розетку, а сервер в нее воткнут, и дальше снова включить эту розетку, и сервер перезагрузится, и все заработает. Ну, так сделали, все восстановилось. Там некоторое время после перезагрузки память свободна, сразу ее почистили, перенастроили, там Home Assistant, чтобы он меньше сохранял данных на внутреннюю память.
Ну и после этого все нормально там работает снова. Уже, там, наверное, больше полугода без всяких проблем. Всю зиму нормально этот сервер работал. У него единственная была ситуация, что когда уже начались морозы, то он просто там сам уже был температурой там 5 градусов показывал на нем. Конечно, наверное, он и не рассчитан на такую совсем холодную погоду. И можно обеспечить, допустим, подогрев помещения до какой-то минимальной температуры, например, чтобы не опускалось ниже там, минус 15 или там, минус 10, если это нужно для работы всего оборудования. Ну, конечно, это лучший вариант, чтобы все-таки как-то само оборудование было в тех диапазонах, на которые оно рассчитано. Ну и так не было особых проблем, все функционировало, и, в общем-то, он там ниже 0 вообще не опускалась температура на нем. Сами датчики, которые по Zigbee взаимодействовали, это датчики температуры, датчики открытия, они тоже нормально пережили такое сильное понижение температуры. Никаких проблем с ними не возникло. Ну, единственное, что там видно, что заряд батарейки сильно просел. Но это в момент морозов. Надо просто подождать, пока станет потеплее и будет видно, там, совсем деградировали батарейки или тоже нормально пережили такие морозы. Ну и понятно, что датчики, они подключаются к ближайшему устройству Zigbee сети во всех помещениях и во всех постройках. Это, в принципе, на довольно большом расстоянии, там около 600 весь участок, в разных углах постройки находится. Установили умные розетки, они обеспечивают базовое просто покрытие Zigbee сети, ну, если там не используется конкретно Wi-Fi вариант какого-то устройства. Реально поставили очень много розеток, поставили в доме на всех этажах, во всех комнатах по такой розетке. Во всех постройках поставили по одной розетке. И в целом сигнал нормально проходит. Он совсем не низкий. Единственное, там есть еще реле от Sonoff. У него что-то сигналом совсем плохо. И он там показывает 0. Но все остальное работает без всяких проблем. Видимо, придется с этим реле что-то делать и как-то решать проблему. Потому что он может создать и сложности для других датчиков. Например, беспроводных, которые пытаются подключиться через это реле, и, возможно, и этот датчик не будет работать нормально, будет там сильнее разряжать батарейку. Ну и в какой-то момент времени просто может отвалиться от сети, если он долгое время не сможет сигнал уловить. Ну, в общем, конечно, лучше, чтобы все устройства нормально работали. В Home Assistant сделали такую дополнительную панель, на которой отображается качество связи всех этих датчиков, всех розеток, всех устройств. Сохраняются параметры качества сети, и можно по графикам видеть, в какой момент времени хорошая связь была, в какой момент времени была похуже. И на основании этого уже планируем придумать, как это, в принципе, лучше разместить все, чтобы связь была получше в умном доме.